Всем привет, с вами Даша, и сегодняшнее видео я посвящу вот этому узелку с кунгом. Это очень интересная модель, внутри есть интерьер, так что мне очень понравилось с ней работать, и надеюсь, это видео вам понравится, так что поехали. Итак, сегодня я собираю ZIL МТО, и альтернатив этой модели сейчас особо нет, только от фирмы i7, именно в 35-м масштабе. Ну а в 43-м масштабе я собирала эту модель от фирмы АВД. Итак, давайте посмотрим, что внутри, потому что здесь, кроме бокс-арта, больше толком никакой информации нет. Просто наш зилок стоит где-то на плацу, наверное, военной части в постсоветском пространстве. Это может быть где угодно. Итак, открываем. Так. И встречает нас инструкция в виде книжечки. Я прям даже забыла, как выглядит инструкция у i7 за несколько лет. И, как всегда, они очень информативны, легкие, понятны. Чем-то напоминает китайские инструкции. И инструкция у i7 выгодно отличает их подробность и детальность каждого шага. То есть буквально один шаг, одна деталь, и мне кажется, это немного упрощает сборку, чем когда на одном шаге довольно много манипуляций с моделью происходит. Рекомендации по окраске и всевозможные варианты окраски. Какой-то засохший таракан. Так, ладно, возвращаемся к инструкции. Обычный классический зеленый. И все. Я думала, здесь будет побольше вариантов. Так что классический военный зеленый МТО, небольшая мастерская на базе зилка. Давайте приступать к сборке. Деталей здесь очень много. Они выполнены в сером, довольно приятном пластике. Надеюсь, больше никакой живности меня здесь не встретит. Приступаем. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даши, он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! И перед вами классический набор от фирмы i7. И в свое время эта фирма была отличным компромиссом для новичков. У нее отличная стыкуемость, простая и понятная инструкция, доступная цена и интересные прототипы. И, конечно, как с любым набором, тут есть что улучшить. Фирма i7 когда-то меня и привела в моделизм, но, увы, мир поменялся. И теперь продукция этой фирмы нам недоступна. Или же доступна, но по завышенной цене через перекупщиков. Или же надо искать тех, кто распродает свои старые запасы через доски объявлений. Кстати, кто не знает, i7, судя по их страницам в социальных сетях, которые запрещены и преданы анафеме в России, продолжают плодотворно работать и регулярно выпускают по 5 наборов в месяц. Я уже не раз затрагивала тему моделей украинских производителей, и тут я повторяться не очень хочу. За подробным разбором я рекомендую обратиться к видео о работе над моделью бронеавтомобиля «Казак». И я напомню лишь, что главное предназначение любой модели – быть собранной и радовать моделистов во время работы, а коллекционера на полке. И в итоге я получила удовольствие от работы над этой моделью, тем более, что аналогов для этого прототипа с полным интерьером кунга на рынке нет. Надежда есть на Звезду, и в этом году они анонсировали бортовой вариант этого грузовика. Думаю, что кунг можно ждать не раньше следующего года. Но, скорее всего, основной косяк кабины с ZIL 130 перекочует и на модели ZIL 131. Напомню, что кабины у этих двух машин идентичны, и они отличаются только передней облицовкой, крыльями и лобовым стеклом. И киевляне смогли разработать и воплотить в жизнь кабину без характерных щелей перед лобовым стеклом. Этот момент характерен для моделей и в ZIL 130 в 35-м масштабе от АВД и от Звезды. Но этот косяк очень легко нивелируется каплей шпаклевки, ведь не все моделисты в курсе этой проблемы, а многие из них подробно не смотрят мои видео, ведь об этом я часто упоминаю. Ну а зилов в 35-м масштабе я уже успела собрать 6 штук. Видео о работе над каждым из них есть у меня на канале.
На МТУАТ – это подвижная мастерская технического оборудования и ремонта, предназначенная для обеспечения работоспособности техники в полевых и удаленных условиях. Аббревиатура расшифровывается как «машина технического обслуживания на автомобильном тягаче». Основная задача МТУАТ – это проведение диагностики, профилактики и текущего ремонта различной техники без необходимости ее отправки в стационарные ремонтные базы. Такие машины широко применяются в военной сфере, на строительных площадках, ну а также в нефтегазовой отрасли, лесной промышленности и других областях, где техника работает вдали от сервисных центров. МТУАТ позволяет значительно сократить время простоя оборудования, повысить его надежность и снизить затраты на транспортировку неисправных машин. В состав МТУАТ обычно входит комплекс специализированного оборудования. Это инструменты для слесарных и механических работ, электрогенератор, сварочный аппарат, компрессор, измерительные приборы и также запасные части. Наличие автономных источников энергии и освещения позволяет выполнять ремонт в любое время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Некоторые модификации оснащаются подъемными устройствами, кран-балками и системами диагностики, что расширяет возможность обслуживания. Использование МТУАТ особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации техники. Регулярные технические обслуживания, выполняемые в мобильной мастерской, предотвращают серьезные поломки, продлевают срок службы машин и повышают безопасность работы. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Я поделила модель на шасси, кабину и сам кунг. Вначале я займусь окраской шасси и кабины. Тут я применяю краски мачете. Шасси я окрашу в черный цвет, матовый, ну а кабину окрашу в защитный и немного ее высветлю желтым цветом. Также я окрашу кисточкой сиденья и подножки. Двигатель я окрасила в алюминиевый и прорисовала некоторые элементы ходовой части. Кроме того, наличие такой мастерской обеспечивает оперативную техническую поддержку подразделений или бригад, что критично при выполнении сложных и срочных задач. Таким образом, МТУАТ является универсальным и эффективным решением для обслуживания и ремонта техники в полевых условиях. Она обеспечивает автономность, мобильность и высокую готовность оборудования к работе, что делает ее незаменимой в различных отраслях, где надежность техники имеет ключевое значение. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек, моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Покрышки у i7 получились несколько неудачными. Было много следов от дефектов литья, и чтобы их устранить, мне пришлось заморозить покрышки в морозилке. И уже затвердевшую резину мне пришлось обрабатывать надфилем, ведь в таком теплом состоянии эти заусенцы никак не хотели уходить. Теперь я начала отдельно работать над элементами интерьера кунга. Тут я окрашиваю верстаки. Смывкой я выделю рельеф кабины.
Поскольку я хочу сделать кунг открытым, чтобы можно было увидеть содержимое рабочих мест, я заклею окна скотчем и потом примусь за окраску кунга в зеленый цвет. Ну а смывкой и маслом я сделаю плоскости кунга несколько интереснее и реалистичнее. Теперь я вклею стекла на клей для прозрачных деталей, и можно, кстати, использовать обычный клей ПВА. Иногда просто он отдает немножко желтизны, но не всегда. Ну а теперь я накручу на барабан трос от фирмы Грань, предварительно окрасив его в черный цвет. Масляными красками я сделаю плоскости кунга еще более интересно и сымитирую потеки от дождя. И вот такой узелок у меня получился очень рабочим и очень живым. И сейчас я вам покажу. Крышу я не стала приклеивать, так что весь интерьер я сохранила такой, какой он предполагается у этой машины. И по реальным фотографиям он прям соответствует тому, что сделала i7. И надеюсь, это видео вас вдохновило. Так что до новых встреч. Пока-пока.